Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет у меня обзор бусин и фурнитуры. Это все из одного магазина. И как я уже говорила, что мне очень понравился такой камень, такие бусинки. И я решила вот такие купить. И без граней, как вы видите. Просто круглые бусинки, 8 миллиметров. Но когда я их увидела, все-таки мне больше нравится с гранями. Эти тоже неплохие, хорошенькие, да. Но все-таки я влюбилась в те бусины. Здесь две бусины просто такие круглые, маленькие и без полосочек. Вот не знаю, надо будет их разбить и посмотреть внутри потом, что это за камень. Ну, а все остальные такие бусины неплохие. Чувствуется, что это камень, не пластмасс. Но и стоят они недешево. Я покупала это все в распродажу. И вот только недавно пришла посылка. Вот такие бусины я давно искала, именно такого цвета, желтые. Ну, там не написано у продавца, что это за бусины. Ну, я думаю, что-то тонированное, может быть и нефрит бусинки. Но все равно чувствуется, что это камень. Чувствуется, они тяжелые, эти бусинки. И вот такие матовые. Такой цвет больше к лимонному. Такой не желтый, а лимонный, скорее всего. И у меня есть кабошон. Я долго подбирала к этому камушку. Кабошончик когда-то показывала вам. У меня мало что подходило. Я покупала бусины желтые, но не очень мне нравились они. Подходят они к этому камню. И мне кажется, вот эти бусинки очень хорошо подошли. И вот такой сет у меня есть. И хорошо даже камень, кабошон становится по размеру. И если вот так вот собрать и поставить фурнитуру бронзовую, ну, я посмотрю. Хотя у меня еще много матовых разных бусин. И сделать что-нибудь цветное. Вот, например, сейчас я покажу. У меня есть вот такого цвета бусинки. Посмотрите, такой голубой, грязно-голубой такой цвет. Тоже неплохо смотрится. Тоже мне так нравится это сочетание. А есть еще вот такие бусинки. Сиреневые, фиолетовые. Тоже неплохо, да? Вот эти все три цвета смотрятся. Они тоже матовые. Вот можно что-то придумать. Жалко, что теперь одна ниточка, можно было и с кулоном сделать, и с этими цветными бусинками. Очень понравились такие хорошенькие бусинки. 10 миллиметров. И цвет мне очень понравился. Все одинаковые. Я искала жемчуг уже давно. И там, где я покупала, уже нет в наличии. Хотела сделать кисточку. Но вот, когда пришли бусинки, они мне не понравились. Самый маленький выбирала специально для кисточки 5-6 миллиметров. Хоть они и маленькие, это хорошо, то, что нужно было. Но мне не нравится качество. Очень много вот бракованных. Вот видно вам, да? Здесь вообще нет сверху перламутра. Можно выбрать, конечно, но и много бракованных. Такая коротенькая ниточка. Думала, посмотрю, если понравится, еще надо будет купить, так как не очень дорого стоит. А хочется кисточку такую сделать и длинную, и густую. И теперь я вот не знаю. Вот бывает вот такое. Буду искать теперь в других магазинах самые маленькие бусинки. Зато мне понравились вот такие гематитовые. Очень понравились. Круглые. Здесь 12 миллиметров. Вот это колечко.
И здесь внутри, сейчас я покажу, я подобрала 8 миллиметров бусинку. Я одну сняла. И хорошо вот так становится. Здесь отверстие. Вот так вот. Смотрите, как здорово. Ну, конечно, бусинку можно подобрать другого цвета, чтобы было выразительнее, да? Но если надо, и такую можно поставить. Вот у меня немного другой цвет есть. Это кошачий глаз, хороший гематит, мне понравился. Все они качественные, все ровненькие. Посмотрите, как здорово, да? Здесь прям становится бусинка 8 миллиметров. Красиво. Вот. Хорошенькая такая рамочка. И, по-моему, 32 бусинки. То есть вот таких вот кругленьких на ниточке должно быть. Я не считала. Не посчитала. Доверяем, как всегда, производителю. Ну, понравились. И квадратные такие же рамочки. Сняла тоже бусинку. Думала, здесь я смогу поставить квадратную бусинку. Но у меня не прошла. Не проходит 8 миллиметров. Я показывала вам бусинки под гавлит голубые. И не проходит, к сожалению, к моему. И поменьше у меня нет таких бусин. Ну ничего, я могу поставить и круглую бусинку здесь. Тоже она хорошо здесь становится в отверстие. Это квадратная бусина 14 на 14 миллиметров. Красиво, да, смотрится? Мне понравились такие плотные, толстенькие рамочки. И здесь на ниточке 30 бусин, как и написано у продавца. Очень хорошенькие. И те бусины. Ну и теперь я покажу фурнитуру. В этом магазине я встретила вот такие бусинки, которые я покупаю с покрытием. Но здесь 200 штук в лоте бусин, 3 миллиметра и с покрытием 18 карат. И стоит дешевле, чем я покупаю в другом магазине. Вот такие бусинки, кто не видел. Вот такие вот резные. И они, когда крутятся, они сверкают. Такой эффект красивый. Мне нравятся такие бусинки. Я их часто применяю между бусин. Поэтому они, как расходный материал, очень быстро заканчиваются. Особенно, когда я делаю какие-то колье и ставлю их через каждую бусину. Много уходит на украшение, много. Следующее это вот такие очень красивые бусинки. Это бусинки тоже с покрытием 18 карат. Вот такая красивая бусина, посмотрите. Она немного плоская. Вот так вот. 10 миллиметров толщина бусинки. 13,8. А вот отверстие где? 14,5. И вот так толщина у бусинки 10 миллиметров. Вот такие красивые прям. Очень даже рисунок, они такая гравировка, как будто они все в стразах сверкает. И 5 штук вот в комплекте было таких бусин. Ну, парочку можно в украшения поставить. Ну, а кто любит такие украшения, можно и все 5 бусин поставить впереди, вместо кулона использовать. И какие-нибудь красивые бусины подобрать. Красота!
Это вот такие красивые листики. Посмотрите. Все это латунь и покрытие 18 карат золота. Посмотрите, какая красота. Листики с отверстием. Здесь можно вставить бейл. Съемный даже можно придумать. И сразу же к бейлу присоединить какие-нибудь цепочки или придумать подвесочку с бусинками. Я для этого и брала, чтобы сделать впереди, как кулон, подвеску съемную, сделать цепочку и к ней подсоединить бусинки разные. Можно. И 5 штук в комплекте. Я думаю, это хороший вариант. Не так дорого стоит. И листики такие крупные, 52 миллиметра на 28 миллиметров. Такие плотные, они не гнутся и не согнуть. Очень даже плотные. Материал твердый. Тоже подвесочки, я думаю, но здесь нет бейлов. Но отверстия, как вы видите, много где. Подсоединить можно и колечко, и бейл. Я, когда увидела, сразу идея пришла, вот у меня есть проволока тоненькая, и можно присоединить здесь вот в разные отверстия бусинки маленькие, какие-нибудь бусинки. Я давно хотела поработать в такой технике с проволокой, не с ниткой, а именно проволокой. У меня позолоченная проволока, я покупала и показывала вам. И вот такие детальки очень красиво смотрятся. Это тоже покрытие 18 карат и из латуни сделаны. Вообще не согнуть их. Ну вот обратная сторона. Здесь легко спрячется тонкая проволока. И можно пришить проволокой, подсоединить бусинки. И будет такой необычный кулончик. Здесь можно в любое отверстие. Вот есть близко здесь. И надеть бейлик съемный. А у нас их много. Посмотрите, какие красивые. И они не маленькие. 27 миллиметров. Придумать кулоны можно. Можно обшить, кто любит вышивать. На фетр можно много бусин пришить. И еще по кругу добавить бусин. Тоже можно сделать побольше кулон, кто любит массивнее. Хорошенькие. Такие основы можно придумывать и придумывать. Вот такие броши, но что-то я не очень довольна ими. Как бы неплохая, но есть какие-то недочеты. Когда я увидела, конечно, я обрадовалась, думаю, интересная такая идея здесь. Можно придумать такой брошкой много что. Здесь можно и, я думаю, кто-то занимается эпоксидкой, залить что-нибудь, придумать, да? Или с полимерной глины что-то слепить. Я думала приклеить что-то здесь, бусинки, например. И дело в том, что здесь есть, вот посмотрите, какая петелька. Можно прикрепить съемное что-нибудь на бейле. Вот так открывается сама булавочка. Не очень удобно как-то она открывается. И сама булавочка не острая, тупая. Только если ее и надевать, но, наверное, навязанные вещи. И вот что мне еще тут понравилось. Здесь есть вот такой бейл, который расстегивается. Здесь я еще не расстегивала. Я на вот этой брошке первый раз всегда все расстегивается с трудом. И здесь я, посмотрите, вот раскрыла. И можно надевать как кулон. Потом, если не хочешь, можно закрыть и носить как брошь. Здесь можно подвеску делать, можно без подвески носить. Интересная такая деталь, но что-то
Мне не нравится, что она булавка здесь тупая. И не очень удобно раскрывается вот эта сама деталь. Ну, вот этой позицией я не очень довольна. И стоила она не очень дешево. Все это покупалось на распродаже. Было дешевле намного, чем сейчас. Интересная деталь, но из-за булавки я расстроена. В другом магазине я выбрала несколько позиций, несколько украшений уже готовых. Давно хотела, как я вам говорила уже, поработать с проволокой. И вот встретила магазин, где уже готовые такие украшения. И я решила купить несколько, посмотреть, как это делается, в какой технике. На главной странице магазина вы найдете описание используемых материалов при изготовлении изделий. О продукте. Наша продукция представляет собой эксклюзивный оригинальный бренд, изготовленный вручную из 100% натурального тайского жемчуга. Есть натуральный камень, хрусталь и другие материалы. Материалы доступны в серебре 925 пробы, 18-каратном золоте с гальваническим покрытием. Это первый магазин на AliExpress, у которого я нашла в описании товара наличие сертификата на продаваемые изделия. А также очень подробное описание товара во вкладке «Характеристики» с перечнем использованных при изготовлении изделия материалов. Вот такое колечко. Здесь бусинки все жемчужные. Здесь очень много рядов проволоки. Сзади тоже все скрученное, соединено, чтобы держалось плотно. Но и оно все плотно так держится, что и не сгибается, не согнуть руками. Но что мне не понравилось, что очень по бокам бусинки слишком широко расставлены. Они мешаются. Когда я надеваю колечко, они вот эти бусинки по бокам мешаются. Я бы их убрала бы. Вот видно вам, да? Так неплохо, идея хорошая. И вот кто не умеет делать такие украшения, я думаю, это недорого стоит в этом магазине, так как если бы я делала, конечно, я дороже продавала бы такие вещи. Но сюда посмотрите, сколько много проволоки надо. А проволоку я покупала на катушке, по-моему, метров 5. Я думаю, что мне столько и не хватит проволоки. И жемчужин здесь много. И вот такой браслет еще я взяла, посмотрите. Здесь сколько жемчуга. Здесь, наверное, целая нить жемчуга. И проволоки вон тоже очень много. Все это позолоченное, как написано у продавца. Основа, я не знаю, наверное, идет как мемори проволока. И вся она вкручена позолоченной проволокой, тоненькой уже. И неплохо так смотрится, хорошая идея. И я в магазине уже в позолоченном, где я покупаю фурнитуру, купила браслетик просто из проволоки и хочу тоже попробовать что-то подобное. Хорошенький браслетик, мне понравился. Да, здесь много жемчуга уходит и много проволоки. Еще вот такой вот чокер. Посмотрите, какой красивый. Мне тоже понравился. Здесь большие три жемчужинки. Тоже много вот так вот обкручено. Все проволокой, как конусом. Здесь. И вот такая вот основа идет. Ну, наверное, мемори проволока. Но она, я думаю, потолще, чем та, что у нас. И вот такой придуманный кулон. Здесь, как видите, проволока такая
вся витая. Здесь бусинка. И вот так вот видно, крошка здесь розовая. Не знаю, что это за камень. Розовая крошка. Вот так сделан кулон. Вот вам идея, как можно даже сделать, кто хочет такое украшение. Но кто любит уже готовое, вот, пожалуйста, раскрыли. Очень удобно надевать на голову. Через вот шею раскрыли и здесь просто надели на шею. Красивое. Мне понравилось это украшение. И еще покажу серьги. А серьги вот в таком пакетике. И на этой страничке очень большой выбор. Можно как и подарок подарить. Подарочный такой набор. Посмотрите, какая красота. Я прям в восторге. Сейчас я сниму сережечку. Посмотрим. Ой, красота. Вот эта вот розочка, цветочек. Он вот так вот прикреплен, наверное, пином. Сделана петелька. Идет веточка золотая. Этот гвоздик 925 пробы написано. И вот здесь и жемчужинка, и, как видите, перламутровые такие цветы. А внутри розовые, это может быть и коралл, а может быть и перламутр. Красиво все сделано. И проволока здесь прикреплено, и еще клей. Я вижу, клеем залито, чтобы держалось наверняка крепко. Здесь есть петелька на золотой веточке, куда прикреплена подвесочка. Посмотрите, какая красивая сережка. Очень понравились. И они вот сделаны вот так вот, не на одну сторону, а параллельно. Очень красивые серьги. Было много вариантов, можно подобрать. И были подвесочки с такими цветочками. Я, конечно, такое не смогу сама сделать. Хотя, если постараться, но это нужны такие материалы, все купить. Такие цветочки стоят очень дорого. И продаются они, по-моему, поштучно. Я как-то смотрела, хотела купить. Они резные. Вот такие красивые серьги. И вот такой у меня было сегодня для вас обзор и фурнитуры, и готовых изделий. Мне интересно ваше мнение, что вам понравилось, пишите. Будем общаться. Все ссылки под видео. Если вам что-то понравилось, заходите, смотрите, выбирайте. Я уже сказала, что хорошее и качественное. Не забывайте на Дзен переходить. Буду всем благодарна. Поставьте мне пальчики, мне будет приятно. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!